Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 апреля, воскресенье. Сегодня у меня для вас интересная информация, можно сказать, секретного характера. Но прежде чем я к ней перейду, я хотел бы выполнить просьбу одного из зрителей, одного из членов нашего дружного коллектива, который насчитывает примерно 1 400 000 человек, проживающих в более чем 42 странах мира. На этот раз обращается Автандил из солнечной Грузии. Как он написал, с маленькой просьбой. Мы с моей семьей уже давно следим за вашими новостями на YouTube с начала войны в Украине. Хотел бы обратиться к вам с особой просьбой. Мой отец будет отмечать свой день рождения 8 апреля. Как ваш давний зритель, он будет очень рад персональному поздравлению от вас. Не учитывая разницу во времени, видимо, вот это видео, которое я записываю 7 апреля, он увидит как раз 8 апреля. И я с удовольствием выполню эту особую просьбу. Мы из Грузии, пишет Автандил, моего отца зовут Паата Куприашвили. Дорогой Паата, Гамарджоба Генацвали, от всей души поздравляю тебя, дорогой, с днем рождения и желаю тебе крепкого здоровья, счастья, победы и успехов во всем. И пусть тебя всегда окружает радость жизни. Happy birthday to you. Но и с этим мы переходим теперь к основной части сегодняшнего выпуска. Вашингтон-Пост опубликовал материал, который называется «Секретный план Дональда Трампа по прекращению войны между Украиной и Россией». Хочу сразу сказать, что как плана как такового нет. Все это построено на беседах с людьми, которые обсуждали так или иначе в разное время, часть из них в последнее время, этот так называемый план с Трампом. Ну, надо сказать, что Трамп личность ветреная, и учитывая этот факт, могу сказать сразу, что плана как такового нет. Там веют ветры, вот в этой оранжевой голове, то туда, то сюда, но будет интересно вам представить, что это, куда они и как они веют. Ну и так, поскольку дьявол в деталях, поэтому я так близко к тексту вам расскажу и прокомментирую, что здесь написано. Итак, бывший президент Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России в Украине, оказав давление на Украину, не на Россию, на Украину, чтобы она отдала часть территорий, по словам людей, знакомых с этим планом. Некоторые эксперты по внешней политике заявили, что идея Трампа вознаградит президента России Путина и будет потворствовать нарушению международно признанных границ с помощью силы, что, в общем-то, недопустимо. Последний раз в Европе такое происходило, ну, в таких масштабах, как сейчас, я имею в виду захват территории, годы Второй мировой войны. Захватывали фашисты. Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и Донбасс. Но, во всяком случае, значит, тут написано «приграничный», хотя дальше потом утверждается, что его понимание Трампа приграничное распространяется, согласно заявлениям Путина, в пределы, по крайней мере, минимум в пределы административных границ соответствующих областей. Такой подход, о котором ранее не сообщалось, резко изменит политику президента США, нынешнюю, проводимую президентом Байденом, который сделал упор на сдерживание российской агрессии и оказание военной помощи Украине. Приверженцы Трампа в области внешней политики делают акцент на устранение угроз интересам США со стороны Китая и поиске способов обратить вспять растущую зависимость России от Китая в плане военной, промышленной и экономической помощи. Они также выступают за ограничение расширения НАТО. Ну, оставим пока Китай, значит, что мы тут имеем в виду? То есть эти сторонники Трампа, его главные советники пока по Украине и России,
Они хотят вознаградить Путина теми территориями, которые он захватил, совершив преступление под названием агрессия. Они выступают за ограничение НАТО территориальное. То есть так получается, в соответствии с пожеланиями или требованиями, или ультиматумом Путина от 2021 года, они впервые выдвинули это в ноябре месяце, когда потребовали НАТО браться к границам 1997 года. Вот ближайшие советники Трампа, видимо, согласны с этим. И все это под мифической озабоченностью в связи с растущей мощью Китая и необходимостью США готовиться к этой пока мифической войне с Китаем. Но мы неоднократно обсуждали всю абсурдность постановки вопроса, поскольку если администрация Трампа, если она будет, я не верю пока, не верю до последнего, есть все шансы полагать, что этого не случится. Тем не менее, если Трамп, не дай бог, станет президентом и вот таким образом вознаградит Путина, то это будет самый сильный, мощный сигнал Китаю, что надо делать так же, поступать так же. И она вторгнется в Китай, и ничего от администрации Трампа не последует в ответ. В частности, в частном порядке Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотят сохранить лицо, и им нужен выход. И что люди в некоторых частях Украины были бы не против оказаться в составе России. Знаток, оказывается. Давно ли он узнал, где на карте находится Украина? Это, значит, по словам человека, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом. Дальше в статье говорится, что признание российского контроля над частью территории Украины расширит сферу влияния диктатуры Путина после крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Некоторые сторонники Трампа пытаются его не принимать такой план. Один из них – это известный многим сенатор Линдси Грэм, который, цитата, «Я трачу 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине». Тут отмечается, что он когда-то был критиком, этот Грэм, Трампа, а потом стал его союзниками, я бы добавил. А потом он стал союзниками, когда Трамп стал президентом, потом Трамп ушел с этой должности, и Грэм опять стал его критиком. Причем он его сильно подставил во время слушаний по импичменту. А потом, когда Трамп стал опять кандидатом, и вроде что-то там ему засветило, Линдси Грэм опять стал его горячим сторонником. Его очень не любят в окружении Трампа, считая хамелеоном, двуличным человеком, которому нельзя верить. И правильно считают. Его слову нельзя верить абсолютно. Но тем не менее, значит, Грэм продолжает. Он, то есть Путин, должен заплатить определенную цену. Он не может выиграть в конце этого дела, имея в виду опять-таки Путина. Но повторяю, значит, Линдси Грэм, когда говорит, я трачу 100% своего времени на разговоры с Трампом о Украине, он просто тупо лжет, потому что его не подпускают в последнее время к ближайшему окружению, к Трампу. И если ему удастся там на полминуты дорваться до телефонного разговора, то вряд ли он говорит об этом в это время про Украину. Дальше говорят эксперты. Обмен территорией на прекращение огня поставит Украину в худшее положение, без гарантий, что Россия не перевооружится и не возобновит военные действия, как это было в прошлом. Это говорит Эмма Эшворт, ну и дальше там старший научный сотрудник Стимсоновского центра, аналитического центра. Это была бы ужасная сделка для Украины. Видя политическую динамику в США, европейские союзники резко активизировали военную промышленность и надеются заменить значительную часть нынешней американской помощи Киеву. Это важно. Это оценка, так сказать, совокупная оценка крупных американских специалистов по России, Украине, по Европе. То есть для меня здесь важно то, что реально серьезные люди считают, что Европа настолько созрела, настолько перепугалась тому, что происходит, значит, на полях сражений в Украине, что готова проснуться, вернее, уже просыпается, и готова заменить собой
значительную часть нынешней американской помощи Киеву. В пользу этого свидетельствует, в частности, недавнее высказывание Столтенберга, где он, в принципе, развернул широкомасштабный план о создании специального фонда в $100 миллиардов, затем резкого увеличения производства продукции военно-промышленного комплекса стран Европы и затем совместное производство оружия вместе с Украиной и обучение украинских военнослужащих. Ну и если раньше, я вот наблюдал, в экспертном сообществе преобладало мнение, что Европа не потянет все это, но чем больше, я скажу так, чем больше ухудшается ситуация с вопросом о утверждении пакета помощи Украине в Конгрессе США, тем больше деятельность Европы с целью заместить в случае необходимости нынешнюю американскую помощь оценивается здесь как нечто, которое может действительно свершиться. Хотя эксперты признают, что это будет непросто, особенно если Трампу удастся заблокировать дальнейшую американскую помощь. Эксперты выделяют следующее при оценке планов. Опять-таки, повторяю, планов нету, это все ветер дует, то важно, куда он дует в голове Трампа. Обращаю внимание на следующее обстоятельство. Трамп постоянно делает комплименты Путину. То есть он не может сдержаться от выражения восхищения в адрес Путина и других одиозных личностей, как тот же Ким Чен Ын. Уважение товарищу Си, как бы то ни было. Ну и даже Корбану питает непонятно откуда возникшую симпатию. Ну, затем тот факт, что он избегает критики в адрес Путина, любой критики, в том числе, когда обсуждался вопрос за виновность Кремля и Путина в фактически убийстве Навального. Он по этому поводу не сказал ничего. Он также держит рот на замке, Трамп, кандидат в президенты США, по поводу совершенно незаконного, я бы сказал, террористического, бандитского захвата в Москве Эвана Гершковича, корреспондента Wall Street Journal. Там совершенно подстава явная. Человек обвиняет корреспондента Wall Street Journal в шпионаже, хотя никаких секретных документов при нем захвачено не было. Трамп продолжает молчать. Он отказался признать вмешательство России в выборы 2016 года и ложно обвинил Украину в попытке помочь Хиллари Клинтон в ходе этих выборов. То есть он распространял клевету, которая исходила из российских, как тут пишется, шпионских служб. Его попытка в 2019 году отказаться от помощи Украине, если Зеленский не объявит о расследовании в отношении Байдена, что привело к первому импичменту Трампа. Ну и по мнению некоторых аналитиков, может, это и есть главное, что определяет реальную позицию Трампа в отношении агрессии России против Украины. То есть первое, это, мягко скажем, нелюбовь к Украине из-за того, что он считает, Украина виновата в его первом импичменте, хотя виноват он сам. Понятное дело. Ну и второе, преклонение, иначе не назовешь. Кто помнит картинку, видео выхода Трампа вместе с Путиным из комнаты, из-за закрытых дверей, где они где-то 2-3 часа обсуждали с глазу на глаз, только с двумя переводчиками, двусторонние отношения с Хельсинки, да? Помнит этот побитый вид Трампа, который выглядел, как будто над ним только что надругался Путин. И тот, как действительно альфа-самец, расправил свои крылья и выглядел, хотя он на голову ниже Трампа, он выглядел как на 2 головы выше. Публично обещая прекратить войну, Трамп тщательно скрывает конкретику того, как он будет вести переговоры с Путиным и Зеленским, если это придется ему делать. Его цитата: «Я скажу каждому из них определенные вещи,
который не стал бы говорить остальному миру. И поэтому я не могу сказать вам больше, чем это, сказал он, когда недавно выступал в интервью по телевидению бывшим помощником своим же Себастьяном Горкой. Дальше по поводу Орбана. Виктор Орбан, вызывающий недовольство европейских союзников своими автократическими и пророссийскими тенденциями, встретился с Трампом в прошлом месяце и после этого заявил, что Трамп сказал ему, что заставит прекратить войну, потому что не даст ни копейки за помощь Украине. И тут хочу добавить немножко Орбан и перед этим Себастьян Горка. Себастьян Горка – это этнический венгр, мадьяр, или как он там, я не знаю правильно сказать. Родители его граждане Великобритании, где он и родился. Потом в 2000-е уже годы он проживал где-то лет 15, наверное, в Венгрии. Потом опять эмигрировал, переехал в Соединенные Штаты. В общем, он гражданин, подданный Великобритании, гражданин Соединенных Штатов, Венгрии. Один из крайне правых, вот он где-то в той когорте со Стивеном Бенноном, таким отмороженных абсолютно. И Трамп взял его себе в помощники. Более года был у него помощников, отличался крайне резкими, крайне правыми высказываниями. И вот связь вам, откуда вот взялся Орбан и его отношения с Трампом. Все делается через какие-то прокладки связи. То есть с Орбаном работали в свое время, когда он еще был никем, при помощи Могилевича. Потом через Горку свели Трампа с Орбаном. Ну и вот так вот выстраиваются эти Россией, Кремлем, спецслужбами РФ, выстраиваются вот эти связи и близкие отношения. Говорят, что сейчас он ведет на крайне правых каналах, в частности Newsmax, я имею в виду Горку, активную, опять-таки, кампанию в поддержку Трампа, и есть и основания предполагать, что он опять окажется в его команде, если он придет к власти. То есть там опять будет засилие российской агентуры, так или иначе. Далее по статье. Слухи о плане Трампа в отношении Украины появились в Вашингтоне в ноябре прошлого года на встрече в фонде Heritage Foundation, как переводится на фонд наследия, где встречались правоцентристские деятели внешней политики Соединенных Штатов Америки и представители Европейского Совета по международным отношениям. И вот один из там присутствующих описал предполагаемые контуры мирного плана Трампа по Украине. То есть гениальный план Трампа. Украина уступает территории Крыма и Донбасса, ограничивает расширение НАТО. Каким образом? То есть, что теперь обратно выгоняет оттуда Финляндию и Швецию и уговаривает Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая. Но это совершенно идиотизм. То есть, значит, они отдают Путину все, что он хочет в Украине, что уже идиотизм. Затем второй идиотизм ограничивает НАТО, а потом, сделав все это, они уговаривают Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая. С какого черта Путин, получив 2 первых подарка, начнет делать подарок Трампу? Ну, просто совершенно идиотский план. Просто даже смешно, что они его обсуждают. Сотрудник фонда наследия Карафана, который организовал эту встречу, все-таки он отказался в деталях ее комментировать, но раскритиковал идею о том, что надо Россию оторвать от Китая. Правильно раскритиковал, потому что это идиотизм. Это глупая идея, сказал он. Все, что вы можете дать России, что она действительно ценит, поставить под угрозу все остальные ваши интересы. Правильно. Если они отдадут украинскую территорию, вернее, скажут, что надо отдать, если они ограничат НАТО, то все, они убьют всякие шансы на то, что Россия отойдет от Китая к Соединенным Штатам Америки. Россия вытрет от Трампа ноги и пойдет дальше в объятия Чайны. Способ регулирования отношений между Россией и Китаем заключается в том, сказал он, сотрудник Heritage Foundation, чтобы сделать Россию более слабым партнером.
Обращаем на ваше внимание, что это говорит представитель фонда наследия. Вот когда-то Heritage Foundation во времена Рейгана это был мозговой центр. И то, что они написали накануне прихода Рейгана к власти, потом, ну, как по нотам, потом выстраивалась и осуществлялась его администрацией. Heritage Foundation в резидентуре Вашингтонской был один из главных объектов проникновения. То есть там считался источником стратегической информации о планах, намерениях администрации. Но после развала Советского Союза многое изменилось, и вот эта организация, она, где реально есть стратегически мыслящие люди, каким-то образом подсела, я чувствую, на российские фонды. Ну и теперь, значит, этот фонд наследия подготовил целый план, говорят, на 800 страниц о том, что сейчас должен делать Трамп и что он должен делать в дальнейшем. Ну, центральное место в этом плане, как это, то есть он нигде не был опубликован, он секретный действительно, но по различным утечкам центральное место в плане занимает идея, что надо заканчивать с демократией внутри страны. И надо выстраивать, ну так, вторую Венгрию, допустим, может, вторую Россию, может, Китай, ну, что-нибудь среднее между ними, и Трамп должен при этом сидеть, сколько ему здоровья позволит. А если это действительно так, то это просто кошмар. Дальше цитата еще одного участника этой встречи. Люди Трампа считают, что один из великих грехов украинский, или вернее недостаток, или негативных последствий, один из негативных последствий войны в Украине и российской политики в целом заключается в том, чтобы подтолкнуть Россию к Китаю и сделать ее еще более зависимой от Китая. То есть, помогая Украине, мы делаем Россию более зависимой от Китая. Поэтому, по словам этого Шапиро, фундаментальный, Шапиро, это интересно, не родственник Соловьева, которого настоящая фамилия Шапиро, хотя фамилия и так распространена. Так вот, по словам этого Шапиро, фундаментальный подход Трампа ко всем вещам заключается в том, чтобы собрать людей, внимание, это вообще фантастика, чтобы собрать людей в комнате и обсудить, кавычки закрываются, не обязательно имея подобные планы наперед. Ну, базар просто, да? Просто базар. Это Сорочинская ярмарка, где-то так примерно. Балаган с петрушкой. Сесть и обсудить. А там, куда ветер дунет. То есть бардак невероятный. Вот то, что не зря обещает хаос. Такой же, а может и больше, чем тот, который был во внешней политике, когда он был президентом. Эксперты по России сомневаются, что мирные усилия Трампа могут увенчаться успехом. Так, Фиона Хилл, от которой была один из основных советников Трампа в Белом доме, когда он был президентом, она британка, сейчас старший научный сотрудник института Брукингса. Затем она его подвергла во время импичмента, принципиально, молодец, Фиона, подвергла во время импичмента сокрушительной критике. Так вот, она сказала, что все, что сейчас намечается, напоминает ей 2017 год, то есть период президентства Трампа, когда непроверенные, можно сказать, левые иностранцы и бизнесмены, ну, то есть темные всевозможные личности и проходимцы, обращались к Трампу с различными мирными инициативами. Ну, как вот в Украине, да, принято это, начиная со времен независимости, вечно появляются какие-то темные личности, которые пытаются зайти с заднего прохода и что-то там пробить. Так вот, то же самое было при Трампе, первый срок, и то же самое, по ее мнению, скорее всего, будет во второй. И обращаться к нему с разными химерами, так называемыми планами. А он, тоже важно понимать, он думает, что сможет сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и выступить посредником, потому что у него есть личная харизма, господа. Личная харизма. Но дальше, значит, как говорит Фиона, это все какой-то кошмарный сон, шестая палата. По ее мнению, даже проведение линии перемирия
если уже обсуждать прекращение огня, линия перемирия между Украиной и Россией, даже это, проведение этой линии, может оказаться не таким простым делом. Ну так, в сентябре 2022 года Кремль заявил, что аннексирует 4 новые области, южные и восточные, включая Донбасс, при этом выходя далеко за пределы этого Донбасса. Но поскольку Киев по-прежнему контролирует большую часть этих территорий, на которые претендует Раша, во всяком случае, языком, произнося, создавая звуки, поскольку Киев по-прежнему контролирует большую часть этих территорий, любая попытка урегулировать войну за счет территориальных уступок, скорее всего, потребует длительного торга. А это значит, нужны профессионалы. То есть торг – это не тот, который на базаре происходит. Нужно знать международное право, нужно иметь опыт в этом деле, а среди тех темных личностей, которые его окружают, таких нету. Если только, по ее словам, обе стороны просто не согласятся заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент заключения соглашения. Но, и вот это важная мысль. Важная мысль, я впервые ее слышу, вот сформулированную таким образом. А Фиона, повторяю, она британка, она там сделала себе научную карьеру в этой области, поэтому она знает и настроение европейцев, на экспортном уровне знает, и американское. Так вот, по ее мнению, Украина и европейские союзники будут сопротивляться попыткам Трампа заключить сделку с Москвой. По ее словам, европейцы запустили свою военную промышленность до такой степени, что надеются реально заместить значительную часть нынешней американской помощи Киеву. И вот лично мне это было важно было услышать, прочитать, потому что я неоднократно рассказывал то, что я слышу от своих источников, вот, которые работают в плане оказания помощи оружием Украине, они мне говорили примерно то же самое. То, что мне рассказывают о тех оружиях, которые находятся сейчас в Украине, до сих пор не используются уже месяца 2-3, вызывает лично у меня вопросы. Фиона Хилл добавила, что у США мало рычагов для односторонней сделки, поскольку значимое ослабление санкций в отношении России будет зависеть от сотрудничества с Европой. То есть Трамп для того, чтобы ублажить Путина, не сможет в значительной степени односторонне ослабить санкции против России. А это будет одно из первых, скажем так, мягко, пожеланий Путина в случае, если Трамп станет президентом. То есть Трамп может пообещать, но Европа не пойдет навстречу и все. То есть Европа, по мнению Фионы Хилл, станет, давно уже становится, может быть, ближайшим союзником Украины, а ближайшим потому, что реально судьба и безопасность, реальная безопасность Европы зависит от Украины сейчас в значительной степени. И там, понимаете, речь идет не о том, там любишь, не любишь, вынужден любить и вынужден помогать. Поэтому, как пишет, вернее, как говорит Фиона Хилл, никакие рычаги влияния, которым располагают Соединенные Штаты, не заставят украинское руководство проводить политику, которая будет представлять собой внутриполитическое самоубийство. Это уже говорит не Фиона Хилл, это говорит некий Майкл Кофман, который работает в фонде Карнеги, был в Украине, он считается здесь одним, вы, возможно, слышали его мнение, одним из таких центровых, я бы сказал, экспертов по военным действиям в Украине. Никакие рычаги влияния, которыми располагают Соединенные Штаты, не могут заставить Украину уступить территорию или пойти на подобные уступки. Ну, вот тут-то я бы на 100% не согласился, я думаю, ситуация сложнее. Вот когда я в предыдущем видео, когда рассказывал о том, как ОПА фактически разгоняет кремлевскую пропаганду и портит, смертельно, убивает просто отношения и пытается убить отношения между, между нынешней администрацией США и Украиной, распускает слухи, что главный враг сейчас это администрация, это Белый дом. Так вот, значит, мне многие зрители, да, я высказал мнение, что, возможно, результат, вернее, окончательная цель вот этой кампании распространения кремлевских фейков состоит в том, чтобы действительно испортить отношения с администрацией США, от которой вот сейчас
Ну, на 80% зависит, будет помощь Украине вот сейчас или не будет. Так вот, испортить помощь, ну, то есть отношения с этой администрацией. А потом, значит, я сказал, через Зеленского. Зеленский зачитает записку, написанную в опе Ермака, в которой будет сказано, что нас покинули, нас предали, поэтому нам ничего не остается делать, как принять план Путина. Путина. Ну, а там еще и Трамп на подходе. Вот и все. То есть вот таким образом произойдет возможный план слития Украины. И мне на это несколько зрителей написали, что этого не произойдет, потому что если только Зеленский начнет читать эту записку, то его сметут, как в свое время смели Януковича. Вот в это я верю. В это я верю. Поэтому вот когда говорят, никакие рычаги влияния, которыми располагает США, не заставят украинское руководство проводить политику, я бы вместо руководства украинского здесь заменил украинский народ. Принять условия, которые будут представлять собой самоубийство нации. А это действительно самоубийство, потому что вот недавно заходил опять на Соловиный помет, и там этот главный цитировал, по-моему, сейчас вице-спикер российского парламента Толстой, который когда-то работал секретаршей, реально секретаршей во французском отделении «Франс Пресс» в Москве. Это когда Советский Союз рухнул. Вот все они прошли где-то, великие сейчас, нынешние великие политические деятели, то ли через ларьки, то ли через должности секретарши. Так вот, сейчас он вице-спикер российского парламента, и в отношении украинцев он сказал, мы их всех убьем. И Соловьев с гордостью это решительно так подтвердил. Поэтому в этих условиях принимать вот эти планы, которые тут якобы замышляет Трамп, это будет политическое самоубийство всей нации. Реальном, полном смысле слова. И очень хорошо здесь услышать, что даже если Трамп попытается это сделать, это у него не получится по причине Европы, ее нынешней позиции. И вот сейчас я вам сделаю выводы свои, краткие, по этому поводу. Что значит планы Трампа в отношении урегулирования ситуации в Украине? Во-первых, у него в голове хаос, поэтому никаких планов нет. И хаос будет продолжаться, это нормальное состояние человека. Я напомню, что он унаследовал от своего папы по завещанию, когда тот покинул мир, этот мир, значит, получил около 400, где-то 350 миллионов долларов наследства. Потом у него было то ли 5, то ли 6 банкротств, бизнес фактически был разрушен, и он переключился в шоумена. Ну, а на подсосе он был тогда на русских деньгах, так поддерживать то, что уже было создано в бизнесе. То есть, ну, вот такой он человек. Вечно его окружали темные личности. Вопрос большой, учился ли он действительно в колледже или нет. Короче говоря, хаос. И помноженный на нарциссизм. И отсюда идет вера в свою мифическую, несуществующую харизму. Ну, вообще, глядя на него, слушая, что он несет на этих же предвыборных кампаниях, представить, какая харизма. Ну, харизма, да, наверное, реднеки. Это харизма для реднеков. Но это не та харизма, которая нужна на международном уровне для проведения вменяемой внешней политики. Поэтому это вся эта совокупность, хаос в голове, вера в харизму, которая не существует, которой нет, так по большому счету, это все провал. Он абсолютно уверен, как здесь вот я вам зачитывал, что он соберет этих людей, сядет в комнату и проявит свое искусство вести переговоры. Да нету этого искусства вести переговоры. Об этом свидетельствует его бизнес-карьера. Он провалил все до такой степени, что американские банки перестали давать ему деньги. И сейчас не дают. Он где-то там собирает на задворках, но на богатых, но на задворках все-таки. Затем следующее. В этих условиях, то есть он не системный человек в этом плане, никакого опыта совершенно. Всегда всю его блистательную, так сказать, карьеру окружали темные личности. И сейчас будет то же самое происходить. То есть, с одной стороны, будут заходить представители самых мрачных темных кругов, которые готовы там заплатить деньги, чтобы потом что-то поиметь.
Туда будут заходить представители российских спецслужб, российская агентура. Там будет топтаться у заднего входа. Там же будут такие же люди из Китая, из Венгрии, Северной Кореи. Короче говоря, это будет скотный двор, так по большому счету. Это будет хаос и бардак. Ну и важно понимать, первые, кто туда грянут, это представители Кремля, российских спецслужб. То есть там дорожка давно проложена. Путин для него это role model, это объект для подражания. И вот это самое главное, что будет определять отношение Трампа к вопросу о любом урегулировании в Украине. Для него самое в этом главное отношение с Путиным, а потом все остальное. Исходя из этого, он будет и выстраивать все остальные условия. То есть все они будут зависеть от согласия или несогласия Путина принять эти условия. Вот, собственно, и все. Ну и теперь немножко к другому вопросу. Появились контуры того плана, который вот-вот должен вынести на голосование в Палату представителей спикер Джонсон. По этому поводу, сегодня в программе CNN выступил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей Майк Тернер, который сказал: российская пропаганда завладела вниманием некоторых моих коллег-республиканцев, и она произносится ими на этаже Палаты представителей. Мы видим, это цитата, что из России напрямую поступают сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими. И некоторые из них мы даже слышим, когда они произносятся на этаже Палаты представителей, сказал Тернер. Я вам все обещаю, но тут все время поступает новая и новая оперативная информация, на которую приходится отвлекаться, но я все-таки вам расскажу про программу или кампанию дезинформации, которую проводят российские спецслужбы и Кремль. И к чему это ведет? К чему это ведет? К сожалению, значительная часть антиукраинской пропаганды российской поступает в Соединенные Штаты через некоторые ресурсы Украины. Главным образом те, которые находятся под руководством ОПы Ермака. И я вам приведу конкретные примеры, то, к чему это приводит. А пока Wall Street Journal. Майкл Джонсон готовится к разворачиванию таинственного пакета помощи Украине. Я вам рассказывал, он обещал перед выходом на двухдневные пасхальные каникулы, он обещал, что когда вернутся, а вернуться они должны 9 апреля, он буквально сразу же поставит на голосование вопрос о пакете помощи Украине. Там еще другие страны. Вы знаете об этом. А теперь единственное, уже послезавтра, вернее, они возвращаются, но когда конкретно будет он ставить этот вопрос на голосование, пока не слышно. Слышно, что в четверг, он уже сказал, что в четверг он будет там ставить на голосование совсем другой вопрос абсолютно, который к внешней политике не имеет никакого отношения. Там вопрос о том, какая информация о частного, так сказать, порядка о гражданах США может вытекать и размещаться в средствах массовой информации, которой нет. Важный для американцев вопрос, но к Украине не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, на основании информации, которая собрана и от него, и от его ближайшего окружения в течение вот этих 2 недель, прошедших каникул пасхальных, что мы имеем? Судя по всему, Джонсон действительно решил поставить вопрос. То есть он склоняется к тому, что надо. И это уже очень серьезно. Потому что, принято считать, вначале это было однозначное мнение, что он стопроцентная марионетка Трампа и пляшет под его дудку. Для меня совершенно ясно, что Трамп сейчас однозначно хочет провалить или не дать принять закон о помощи Украине. Ему надо выстраивать отношения с Путиным. И у него есть такая дворняжка, овчарка по фамилии Тейлор Грин, который его сторожевым псом там в Палате представителей. У нее в голове полный хаос. Она
твердо выполняет то, что ей скажет Трамп. И она уже еще до каникул, она запустила резолюцию о выдворении Джонсона с его должности, если он поставит вопрос на голосование помощи Украине. И то, что он, то есть это она однозначно выполняла указания Трампа. А он говорит, и после этого уже сказал, что он собирается это сделать. То есть тут получается, что между Джонсоном и Трампом возникла какая-то трещина. А если она возникла, значит, ну какая главная задача Джонсона? Он хочет остаться на своей должности. Если бы он был на 100% уверен, что Трамп станет президентом, то он бы никоим образом не шел наперекор его воле и не говорил, что я поставлю этот вопрос на голосование. Вот где-то так. То есть, если он ставит вопрос на голосование, значит, он оценивает шансы Трампа как меньше, чем шансы Байдена. Это важно понимать. То есть, следим, как дальше будет, что он будет делать реально. Но, тем не менее, то, что он сказал, что он будет ставить на голосование, это важно. Второе. Ему нужно собрать, поскольку там есть небольшое, сейчас они уже где-то в составе, эта группа в составе 15 человек, это стая сторожевых собачек Трампа в Палате представителей, МАГА, вот, которые, опять-таки, им не важно, какая проблема, они слушают, что он говорит, говорят «есть», и все это выполняют. Но признается и то, что в последнее время растет среди избирателей республиканцев число тех, кто считает, что надо с помощью Украины завязывать. Я неоднократно обращал на ваше внимание на это обстоятельство, рассказывал, кто это, почему это. Ну и это в том числе это провал, вернее отсутствие проукраинской, назовем это пропаганды, как хотите, пропаганда или доведение правдивой информации. То есть она напрочь здесь отсутствует. Она отсутствует потому, что государственная пропаганда в Украине, представленная известным каналом «Телемарафоном», она решает внутренние проблемы, внутриполитические проблемы той группы, которая находится сейчас у власти. Прежде всего, у Ермака. Им наплевать на необходимость заниматься контрпропагандой, информационной войной на территории Соединенных Штатов. Чем занимается Российская Федерация? Ну вот, то есть тут в статье говорится о том, что за последнее время количество республиканцев, которые готовы твердо проголосовать за пакет помощи Украине в Палате представителей, уменьшается. Вот буквально неделями их становится все меньше и меньше, потому что таковы настроения их электората. И в этих условиях Джонсон вынужден придумывать варианты. И то, что он придумывает, это говорит о том, что он настроен серьезно. И планы, в принципе, они неплохие с точки зрения политика, человека, который знает входы и выходы. Хотя его на капиталистском холме, хотя его и считают новичком, но парень с умом, он знает, что он делает. Поэтому, значит, он додумал там кое-что. Ну, во-первых, есть идея разделить пакеты помощи Украины и Израиля. На первый взгляд это может сказать, ах, боже мой, все, меньше шансов. На самом деле, вот какие расчеты. Смотрите, часть демократов, это, так сказать, прогрессисты, левые, их количество увеличивается. Они против оказания помощи дополнительной Израилю. Хотя она идет, сейчас речь идет о увеличении, прежде всего, амуниции, боезарядов. Но, тем не менее, значит, они против, особенно в свете последних событий, когда там нанесены были бомбовые удары, в результате которых погибли несколько сотрудников международной гуманитарной организации под названием, по-моему, «Мировая кухня», что-то такое, в результате которой погибло где-то человек 6. То есть, если это будет в одной помощи, в одном пакете, то Украина не досчитается поддержки целого ряда демократов, которые за Украину, но против Израиля. С другой стороны, республиканцев та же самая ситуация. Республиканцы готовы проголосовать за Израиль, но не все они готовы проголосовать за пакет помощи. Поэтому вот конкретные подсчеты там уже по голосам показывают, что, может быть, имеет смысл их разделить,
И последний раз я слышал, вот буквально в конце прошлой недели, что, видимо, все идет к тому, что эти два пакета будут разделены, поэтому, когда вы об этом услышите, не пугайтесь, не думайте, что это очередная зрада, это, в принципе, расчет в правильном направлении. Как оно будет на самом деле, увенчается успехом или нет, никто не знает, но шаг в правильном направлении. Затем, преобразовать часть помощи Украины в кредит. Речь идет не о военной помощи, во-первых, а значительное количество этой помощи – это бюджет Украины. Я вам рассказывал, что последний год где-то 60, от 60 до 70% бюджета Украины составляло вливание долларов и евро. И если они прекратятся, экономика рушится. Да, помимо всего прочего, зарплаты военнослужащим, всем государственным служащим идет отсюда. То есть зарплаты, выплаты прекращаются, ну и социальные программы, пенсии и так далее. То есть происходит то же самое, что произошло в Берлине в 1918-19 годах, которые привели к поражению Германии в Первой мировой войне. Поэтому преобразование часть этой помощи в кредит, но кредит, который можно будет списать, он будет беспроцентный, ну вот таким образом. При этом еще, что интересно, какая-то группа, правда небольшая, демократов, говорят, а давайте мы вот возьмем тот закон о ленд-лизе, который, вы знаете, был, который истек в прошлом году, давайте его продлим, и, значит, будем эту помощь пускать по, значит, по этому закону. Ну, особого ажиотажа, вернее, энтузиазма эта идея не вызывает. Почему? Опять-таки, повторяю, вот, ну, никак нельзя эту кремлевскую идею, трампистскую, выветрить из некоторых голов. Ленд-лиз не означает безбрежную, без всяких ограничений помощь, вне всяких там сумм. Это не значит, что если будет сегодня принят этот закон или продлен, что завтра все откроется и тысячи танков, самолетов ринутся в Украину, и все это будет бесплатно. Нет. К закону о ленд-лизе должен быть принят, решение Конгресса, принят сумма, в рамках которых будет поставляться эта помощь. И она будет отличаться только от бесплатной помощи, которая до сих пор была, только тем, что бесплатная она все закончилось, все, до свидания, никто ничего не должен. А поэтому, значит, что-то, по идее, должен. Короче говоря, если пустить это по ленд-лизу, не будет никакой разницы, нежели принять другой закон и делать эту помощь кредитом. Затем поступают еще другие идеи. Вот, например, некоторые представители, эта группа демократов направила предложение о том, чтобы эта помощь, пакет помощи Украине включал также в себя гуманитарную помощь для решения неотложных проблем сектора Газа, а также, внимание, таких стран, как Судан и Гаити. Ну, то есть каждый посылает все, что угодно. Скажу вам инсайдерскую информацию. Ту петицию, которую вы подписывали, она направлена по адресату. Мы тоже направили свою петицию, предложение. Меня просили пока не рассказывать, куда и как. Я вам скажу так, она была направлена в несколько адресов тем лицам, которые сейчас работают над этим пакетом помощи, над формулировкой, над языком его, и которые будут принимать окончательное решение по поводу окончательного текста. Как только это все будет принято, я вам покажу эти документы, кому было направлено, так все, со всеми letterheads, со всякими причиндалами. Вот, рекомендовали мне пока это не делать, потому что враг не дремлет, и лучше уже пусть он тогда, если пытается что-то сделать, вставить палки колеса, пусть он пытается это сделать, когда решение будет принято. Надеюсь, в положительном ключе. Дальше у Джонсона возникает проблема. У него возникает проблема с представителями МАГе, который, как я сказал, руками Тейлор Грин направил уже резолюцию, на спящая резолюция о его смещении. Но если он поставит на голосование вопрос, тут же она будет активизирована. И тогда ему нужна помощь демократам.
Вообще, по большому счету, он собирается поставить вопрос о голосовании по этому пакету не в обычном порядке и не в связи с петициями или резолюциями о обхождении его полномочий. Вы знаете, две такие были выставлены, пока там не было ни на одной, ни от 218 голосов, которые необходимо. Он хочет выставить это в форме, когда все правила общепринятые, обычные, принятие резолюции приостанавливается. То есть это голосование в ходе или в условиях приостановки всех традиционных правил. Но для этого, для того, чтобы утвердить резолюцию, в таком контексте необходимо 2/3 голосов. То есть ему необходимо будет минимум 200 демократов, а их сейчас там всего 213, то есть большинство. Но ему нужна будет помощь, если республиканцы затеют его свержение, чтобы его поддержали. Вот о чем сейчас идет разговор. И огромную роль в этом играет Белый дом, который, как сообщал Политика, по-моему, где-то день-два назад, конфиденциально все эти 2 недели работал с Джонсоном, пытаясь выработать единый подход и сделать так, чтобы это было принято. Повторяю, Белый дом, Совет национальной безопасности этим делом занимался. Поэтому не надо плевать в колодец, я имею в виду пропаганду ОПы в отношении Белого дома, иначе, значит, этот колодец может оказаться отравленным. Ну и, наконец, еще два небольших нововведения, которые, вероятно, будет включено в текст этой резолюции. Первое – РИПО. То есть сюда хотят, это вот как раз чего касается наша петиция, о праве президента Соединенных Штатов перевести замороженные активы российского Центробанка в разряд арестованных и тогда, значит, направить на помощь Украине. Скептики, критики говорят, что в Соединенных Штатах не так много там, хотя точной цифры пока не было опубликовано. Она варьируется от 5 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов. Разница большая, согласитесь. Но главное не в этом. Главное, те, кто за эту помощь, они считают, что Соединенные Штаты, если они примут, даже если будет касаться 5 или 10 миллиардов долларов их, они потом смогут своим примером воздействовать на европейцев и додавить их, чтобы они заняли такую же позицию. А пока позиция Евросоюза, как вы знаете, они готовы использовать в качестве инвестиций те деньги, которые там, по-моему, где-то 205 миллиардов долларов, использовать их в качестве инвестиций, а на проценты, полученные от этих инвестиций, передавать Украине, это всего-навсего 3,5 миллиарда долларов. То есть считается, если принят в Белом доме, потом можно будет додавить европейцев и принудить их также поступить с их 205 миллиардами долларов. Ну и, наконец, это пожелание или требовать администрации, чтобы она отменила приостановку экспорта американского сжиженного газа в Европу. Но тут есть за и против, это такой вопрос 10-й, нас он особо волновать не должен. Представители нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов считают, что администрация Байдена поступила неправильно. В прошлом году Америка была номер 1 страной в мире по поставкам сжиженного газа в Европу. И в основном он пошел, в Европу. И нефтегазовики американские сейчас считают, что если мы свернем это дело, то туда опять потечет российский газ, а это плохо. Ну, в принципе, я с этим согласен. Вот такие новости на сегодняшний день. Завтра новая неделя, завтра все это должно зашевелиться. А на сегодня, господа, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и веры, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!